Очень много хейта льется на исполнителя главной роли Ферита в сериале «Зимородок». Давайте посмотрим, чем на самом деле похожи и чем отличаются актер и персонаж, которого он так хорошо играет, с точки зрения астрологии. Вкратце натальную карту Мерта я уже рассматривала в нескольких видео, но освежу вашу память. Солнце в Водолее. Этот человек мыслит нестандартно, живет по своим правилам. Свободолюбивый, независимый, не терпит ограничений. Умный, часто интересуется передовыми технологиями, философией, нестандартными идеями. Обладает харизмой, нуждается в большом количестве друзей и тусовок. Слабые места, эмоциональная дистанция, не всегда понимает эмоции других людей. Бунтарство ради бунтарства, может ломать устои просто потому, что не хочет следовать общим правилам. Луна в Водолее. Он не выносит эмоционального давления, не терпит зависимых отношений, предпочитает дружеские интеллектуальные связи, а не сильные эмоции. Чувства у него проходят через разум, он их анализирует, но редко показывает. Любит уникальных, нестандартных людей, не выносит шаблонных эмоций. Слабые места, может быть немного холодным, даже если глубоко внутри чувствует что-то важное, нуждается в свободе, из-за чего может быть сложно выстраивать долгие отношения. Венера Мерта в Козероге в квадрате к Сатурну. Он очень избирателен в отношениях, не пускает людей сразу в свое сердце. Любовь для него – это обязательство, долг, стабильность, а не романтические эмоции. Проявляет любовь через поступки, а не через слова. Выбирает надежную партнершу, влюбляется в женщин-карьеристок или женщин постарше, не терпит драму, истерики и слабость. Марс в Рыбах в соединении с Юпитером и квадратик к Плутону. Он действует неявно, а мягко, через интуицию и хитрость. Соединение с Юпитером дает ему оригинальный подход к активности и желание делать много всего одновременно. Квадрат с Плутоном дает огромный внутренний потенциал. Мерт невероятно работоспособный, а в противостоянии с кем-то может долго терпеть, но если взорвется, то мощно. Может быть скрытым манипулятором, действовать тонко, не показывая своих намерений. Слабые места этого Марса: не любит прямые конфликты, но может накапливать злость и потом неожиданно взорваться. Иногда действует слишком скрытно, что создает ощущение недосказанности. Может быть склонен к саморазрушению, если не найдет правильного выхода для своей силы. Итог. Кто он? Гений, независимый мыслитель, который живет по своим законам. Стратег, который видит глубже, чем другие, но не всегда делится своими мыслями. Человек с мощной внутренней энергией, но не показывающий ее открыто. В любви осторожен, не терпит слабости, выбирает стабильность и надежность. Идем дальше. В сериале нам показали точную дату рождения Ферита, поэтому мы с легкостью можем проанализировать его натальную карту. Солнце в Близнецах. Ферит прирожденный близнец, и значит очень умный, коммуникабельный, легкий в общении. Он умеет обходить острые углы, подстраиваться под обстоятельства. Обладает мощной харизмой, любит привлекать к себе внимание. Его поведение во многом строится на игре, словах, манипуляции. Любит свободу, не терпит жестких ограничений. Может быть и веселым балагуром, и холодным, отстраненным человеком, в зависимости от ситуации. Солнце Ферита в оппозиции с Плутоном дает внутренний конфликт, раздвоение личности и желание быть главным, доминировать, продавливать свою инициативу, не слушая доводов окружающих. Слабые стороны, боязнь скуки. Если отношения или работа становятся рутиной, он теряет интерес. Избегание серьезных обязательств. Он не хочет ответственности, но хочет, чтобы с ним считались и его уважали. Может менять мнение, увлекаться новыми идеями, но не всегда доводит их до конца. Луна Ферита в Козероге. Он не привык открыто выражать эмоции. Вместо того, чтобы говорить о своих чувствах, он прячет их за шутками, сарказмом или холодностью. Ферит контролирует свои эмоции, не дает им выйти наружу. Даже когда ему больно, он предпочитает держать лицо, а не показывать слабость. Предпочитает стабильность, но боится привязанности. Он может отталкивать людей, даже если в глубине души хочет быть рядом. Как это проявляется в сериале? В первой серии он кажется человеком, которого ничего не волнует, но на самом деле он просто не привык делиться чувствами. В отношениях он долго держит дистанцию, не сразу пускает кого-то в свое сердце. Когда он испытывает боль или разочарование, он не показывает этого, а просто уходит в себя. Слабые стороны, может казаться холодным или безразличным, даже если чувствует иначе. Склонен избегать обсуждения эмоций, ему проще действовать, чем говорить. Боится потерять контроль, поэтому ни разу еще не доверился людям.
Венера Ферита в раке. В любви он ищет душевную близость, безопасность, заботу. Когда любит, заботится о партнерше, но может быть собственником. Предан, влюбляется надолго, не меняет любимых просто так. Для него любовь связана с эмоциональной теплотой, он хочет быть дома в отношениях. Но его Венера находится в квадрате с Марсом и Юпитером. Квадрат с Марсом дает вспыльчивость и желание конкурировать в отношениях с женщиной, а квадрат с Юпитером кратно увеличивает количество любовных связей и отношений по сравнению с обычными людьми. Слабые места. Может быть слишком привязан к прошлому, боятся перемен в личной жизни. Сложно отпускает людей, даже если отношения уже мертвы. Его чувства могут входить в конфликт с логикой. Он хочет стабильности, но квадратура с Юпитером дает жажду новых отношений и впечатлений. Конфликтен в отношениях. Меркурий в Близнецах. Быстро думает, легко выражает мысли, умеет убеждать. Очень коммуникабельный, может поддержать разговор на любую тему. Обладает хорошим чувством юмора, легко заводит новые знакомства. Любит информацию, знания, часто интересуется разными сферами. Марс Ферита в Весах. Хороший переговорщик, хочет, чтобы все остались им довольны. Стремится к гармонии в отношениях и в жизни. При этом Марс в оппозиции с Юпитером. Этот аспект дает ему большие амбиции. Он хочет многого, но не всегда знает, как этого достичь. Он может быть оптимистичным и переоценивать свои силы. Ему сложно найти баланс между осторожностью и желанием пойти ва-банк. Иногда он действует слишком импульсивно, а иногда слишком медлит. Эта внутренняя борьба может мешать ему. Слабые места такого Марса. Может долго колебаться перед важными решениями, боится резких шагов, может откладывать активные действия, часто ориентируется на мнение других, а не на собственные желания. Склонность к крайностям, либо слишком осторожен, либо рискует, не подумав. Может быть непоследовательным, сначала делает одно, потом резко меняет курс. В конфликтах может либо избегать их, либо преувеличивать значимость ситуации. Образ девушек, которые ему нравятся по Венере в раке. Этого мужчину привлекают женщины, которые несут в себе тепло, уют, заботу, женственность и умение прощать поступки любимого. Ему нравятся эмоционально глубокие, мягкие, чувственные девушки, которые создают атмосферу уюта и доверия, как Пелин и Диар. Женственные, традиционные, сильной семейной ориентацией. Женщина, которая любит детей, дом, умеет создавать уют, вкусно готовить. Внешне она может казаться спокойной, но внутри у нее должна быть душевная глубина. Ему не нужны ветреные или поверхностные девушки. Он ищет стабильность и эмоциональную поддержку. Он хочет, чтобы рядом был человек, который его понимает, принимает и не осуждает. Образ его жены по Луне в Козероге. Холодная, но надежная опора. Жена для него – это не просто романтичный партнер, а человек, на которого можно положиться. Она должна быть сильной, серьезной, ответственной, надежная. Эта женщина контролирует себя, у нее все всегда под контролем. Амбициозная, умеющая строить свою жизнь. Она не слабая, не зависимая, она знает, чего хочет и как это получить. Она не будет показывать слишком много эмоций, но если она с ним, то это навсегда. Для нее важны поступки, а не слова. Собранная, дисциплинированная, уважающая его границы, надежная, стабильная опора для него. Не тратит время на пустые разговоры, действует, четко знает, чего хочет от жизни, не теряет себя в браке, остается личностью. Это значит, что он может увлекаться теплыми, эмоциональными женщинами, но выберет в жены ту, кто даст ему стабильность и поддержку, а не просто романтическую сказку. Именно из-за этого контраста он и мечется между женщинами в сериале и не может определиться до того момента, как влюбляется в Сейран. Его идеальный образ женщины, сочетающий эмоциональность Венеры в раке и силу Луны в Козероге. Подытожим. Мерт и Ферит – два совершенно разных типа мужчин. Мерт – интеллектуал, стратег, мыслитель, который действует скрыто, не зависит от эмоций. Он не ищет признания, он делает то, во что верит. Ферит – харизматичный любитель жизни, который умеет красиво говорить, договариваться, но сам борется с нерешительностью, высокими требованиями к окружающим, желанием признания. Он эмоциональный, склонный к крайностям, но иногда может теряться в выборе. Пиши в комментариях свое мнение об этих двух характерах. Подписывайся, ставь лайк, скоро тебя ждут новые видеообзоры. Пока!